Ребята, всем привет из Мериды. Я сегодня в Мериде нахожусь, это уже другой штат, штат Юкатан. Рассказываю, почему я приехал в Мериду. В Мериде я за тем, чтобы закончить свою эпопею с получением резиденции. У нас в Канкуне я могу взять ситу, то есть разрешение вот это на прием, на посещение миграционного центра только на 20 числа января. Я не хочу переносить получение резиденции на следующий год, потому что неизвестно, будет ли работать программа или нет. Поэтому я поехал в Мериду, потому что здесь есть возможность получить резиденцию, в принципе, без ситы, то есть день в день. Завтра мы это проверим. Сегодня я, скажем так, отдыхаю, завтра с утра иду в миграционный центр. Мне нужно сейчас распечатать только документы будет. Зашел в кафе, в ресторан, точнее ресторан называется ресторан кухни музей, ресторан кухни Юкатана. Смотрите, что мне принесли. Ну, во-первых, как обычно, здесь приносят начос, вот эти чипсы очень вкусные, острый соус к ним. И это хумус, а это фрихолис, то есть этот фасоль. И такой суп. Суп называется сопа де лима. Лима, потому что лимон. Еще я заказал себе буррито. Мне очень понравился ресторан тем, что здесь принес, когда официант суп, он предупредил, что он горячий. Давно я такого не встречал. Сейчас попробуем, как-то на вкус. Но пахнет он уже очень ядрено, перцами. Очень вкусный суп. Сочетание лимонов, он такой кисловатый. Лимона, перца, вкуса. Очень вкусно. Первый раз такой ем. Здесь и перец, и курица вот такая расщепленная. И много-много. Он, в принципе, если по вкусу можно сказать, то бульон такой лимонный. Когда делаешь глоток из ложки, ощущаешь в первую очередь лимон и перец. Но он не перченый, даже ниже среднего. Кстати, сегодня я попал на праздник. Почему? Сегодня понедельник, а народу здесь очень много в этом ресторане. Сегодня праздник, по-моему, Божьей Матери Гваделупской называется праздник. Поэтому очень много сейчас покажу, как выглядит ресторан. Здесь красиво достаточно. Ну, сзади вы, наверное, уже посмотрели. Вот. Так. Смотрите еще. Очень красиво, очень здорово. Сейчас пообедаю и пойдем прогуляемся по Мериде. Вот моя буррито. Точнее, оказалось, это не совсем буррито. Апельсинчик, перец хабанеро и лук маринованный. И попробуем. Очень мягкая. По запаху наш шашлык напоминает. Маринованная свинина. Очень вкусная. Такая еще сочная. Вкусно. Вот, конечно, чего не хватает Канкуну. Это исторической части. Потому что Канкун город молодой достаточно. Ему лет 40, наверное. А вот Мерида основана была, насколько я помню, в 17 веке. Здесь очень-очень-очень много кафе, ресторанов всяких. И вот это уже похоже больше на типичную Мексику. Вот так выглядит центральная площадь. И здесь, кстати, есть бесплатный интернет. Плюс отсюда можно взять автобусный тур по городу. Я когда-то катался в таком туре по Пуэбле. Вот прямо сзади меня ходят двухэтажные красные автобусы. Решил я отправиться в тур на автобусе. Стоит 120 песо, в принципе, недорого. И сейчас иду купить кофе в дорожку. И через 10 минут уже отправление. Смотрите, здесь такая инсталляция в честь этих праздников Рождества. Я потом после тура подойду, поснимаю еще поближе. Классно, парк. Hello. Where are you from? Russia. Russian. No
вернулся я с тура, сейчас время 6:30 примерно вечера, и вот теперь можно показать парк Сокола в самом центре, который находится в самом центре Мериды. Смотрите, как красиво, сейчас покажу сзади. Во-первых, очень красиво, тут часовенка. И вот такая вот экспозиция с видом на катедраль. А вот инсталляция, про которую я говорил, к Рождеству. Вот эти цветочки здесь везде на Рождество, не знаю, как называется. Смотрите, как красиво. В Латинской Америке вот эта инсталляция достаточно популярна. Ее даже устанавливают дома, но только, естественно, в миниатюре. Вот Санта-Клаус. Цветочки. Сейчас вечером похолодало, мы когда ехали даже на автобусе уже такой ветерок сверху. И как раз термобелье в самый раз. Конечно, вид на этот катедраль очень здоровский. В одной из местных кафешек заказал себе сорбет. Вот так выглядит. Смотрите. Со вкусом кокоса. Вкусов вон много разных. Порядка 10 штук. Очень вкусно. Поэтому здесь так много народу. И днем было, и сейчас. Прям как будто кокос ешь. Вот оно место, которое с сорбетом. Называется Дульцерия и Сорбетерия. Колон 2022. Ну, прям в парке. Очень вкусно, рекомендую. 50 песо стоит сорбет. И коктейль еще молочный продаются. Очень вкусно. Какие же тут офигенные хостелы. В Мексике, вот Никарагуа, самые красивые. Мне очень нравится. Вот они очень похожи в Мексике и в Никарагуа. Смотрите. Красотень. Решил прогуляться по хостелу перед сном. Сейчас покажу, как он выглядит. Здесь еще какие-то комнаты. Смотрите, вот второй этаж. Такая веранда. Вот что внизу у нас. Там бассейн. Гамачки. Бассейн. Такая кухонька. Тут сегодня готовили панадос. Был урок приготовления панадос. Но я задержался, поэтому я это не застал. Холодильник большой, микроволновка. Как искусственная. Елочка, диванчик. Красиво. Всем доброе утро. Сегодня 13 декабря 2022 года. Я сейчас завтракаю и еду в миграционный центр. Сейчас покажу, какой здесь завтрак в хостеле за $13. Вот смотрите, что я себе набрал. Гранолу с йогуртом, молоко, фрукты, кофе. Сейчас покажу быстренько, что здесь есть. Гранола, йогурт, фрукты, бананы, хлеб, масло, кофе, джемы, даже молоко на выбор. Соевое или обычное. И еще какой-то напиток. Сейчас быстренько ем и отправляемся. Еще раз всем привет! Получилось открыть у меня резиденцию здесь. С этим вопросом я закончил. Сейчас направляюсь к музею Майя. Там стоит памятник нашему советскому ученому Юрию Валентиновичу Кнорозову, который расшифровал первым язык майя. Хочу до туда доехать. У меня она как одна из целей была здесь посетить этот мемориал, скажем так. Поэтому еду туда, а потом уже подробно в конце этого видео, наверное, расскажу, как получил резиденцию, какие были нюансы. Ребята, вот он, музей де Майя культуры. И вот он, кстати, памятник Кнорозову Юрию Валентиновичу. Смотрите. По-русски даже написано: великий русский ученый Юрий Кнорозов, дешифровавший письмо древних майя. У него, кстати, день рождения 19 ноября, как и у меня, в один день, а год 22. То есть в этом году ему исполнилось бы 100 лет. И, кстати, Почта России выпустила по этому поводу марку к столетию Кнорозова, а наш президент в этом году, в июле, по-моему, 1 июля, подписал указ о увековечении его памяти. Он бывал, кстати, не только в Мексике, он очень любил Мексику,
Бывал еще в Гватемале, поднимался на вершину храма Большого Ягуара в Тикале, о котором у меня есть видео. Позади меня самый известный храм Тикаля, первый храм. Храм Большого Ягуара, он еще имеет название. Все свои храмы майя строили вот в таком пирамидальном стиле. Это было для них как аналог гор, потому что они считали, что на вершинах гор живут духи умерших. Мне было очень интересно сюда приехать и увидеть вживую. А на руках у него кошка, ее звали Ася. Вот так выглядит площадь здесь, рядом с музеем. Это музей. Кстати, смотрите, здесь написано «Mi corazón siempre ha sido mexicano». Мое сердце навсегда с Мексикой. Юрик Норрис. А вот что на обратной стороне памятника. Символы майя. Вот представляете, вот это все расшифровывалось. Интересно. Итак, всем добрый вечер из Мериды. Я получил резиденцию, как вы уже знаете из этого видео. Хотел бы рассказать небольшие подробности, как все происходило. После того, как мне отказали в Сити, в Канкуне, сославшись на то, что у меня не закончилась еще моя карточка миграционная, и нужно приходить после того, как она закончится, я начал думать, как поступать дальше, и мне предложили съездить в Мериду, что якобы здесь можно получить без ситы, принимают прямо день в день. Докладываю, на самом деле так и есть. Единственная очередь здесь нужно занимать очень рано. Мне здесь помогали с резиденцией. Очередь человек занимал в 2 часа ночи, и вот его потом мы сменили. Я подъехал в 8. Ребята чуть пораньше еще там получали с нами. В общем, простояли недолго. В 9 часов начали запускать. Людей объединяют группами по виду резиденции. У кого-то там объединение с семьей, у кого-то, как у меня, ну таких меньше всего, кстати. Их объединяют по группам и запускают туда. Запускают, потом тебе дают номерок и вызывают в окошко. На все про все, примерно на каждого человека по полчаса, по 40 минут. С заполнением документов. Там есть собеседование, но спрашивают просто минимальные вопросы, задают. Где работаешь, их интересует формально, опять же. Я сказал, что работаю в туризме, потому что у меня специальность менеджер туристического и гостиничного бизнеса. Еще один вопрос спрашивали о том, есть ли у меня здесь знакомые в Мексике, у кого есть резиденция. И есть ли у моих родителей резиденция. В общем, знакомые у меня есть, конечно, а у родителей я сказал, что нет. И еще один был вопрос, 3, по-моему, вопроса всего. Почему я решил получить резиденцию в Мексике? Я ответил, что мне нравится Мексика. И все, да, этого было достаточно. Me encanta México. Все. В принципе, это формальные вопросы. Офицера миграционного особо не интересовало это. Все очень быстро проверила, очень вежливое общение было. Единственное, что долго заполняется документ, потом оставляются отпечатки пальцев, фотографируешься в разных профилях. И все. Документы были на 11 листах, 3 листа из них. Это пошлины, 3 квитанции разной стоимости. Все оплачивали прямо в банке. Можно оплатить было карточкой, но я заранее снял наличные на всякий случай и заплатили в банке наличными. Потом выписка со счета за электричество, оплату. Остальные документы просто форма с сайта GovMexico, то есть правительство Мексики. Там очень-очень много миграционных форм, выбирается ваша миграционная форма и просто распечатывается вот эти документы, которые ты заполняешь на сайте. И один документ надо было заполнить от руки синей ручкой. Там просто фамилия, имя, отчество, дата рождения, твоя специальность, что ты заканчивал. В общем, такие вопросы, все это заполняется очень быстро, 5 минут. И все, полчаса этого собеседования, заполнения документов, фотографирования, и где-то буквально минут через 10 мне уже отдали карточку, резиденцию. Плюс вот эта форма, которая на сайте, документы распечатывались, мне она выдала один документ без суммы.
И миграционный офицер распечатал правильную сумму, вот этот листочек, который неправильный был, программой распечатан автоматически. И единственное, вот мне пришлось его оплатить отдельно. И все. В общем, достаточно быстро. Единственное, что вот эта очередь долгая. Никаких там сложностей, никакого сложного интервью, ничего такого нет. Все, сейчас жду автобус. Буквально через 45 минут я уже отправляюсь в Канкун. На этом будем заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр. Задавайте вопросы, кому еще что-то было непонятно по резиденции в Мексике. Большое спасибо Мексике за такую возможность практически бесплатно, как подарок, получить резиденцию на 4 года сразу. Очень здорово. Все, всем пока, до встречи. Надеюсь, еще в Канкуне.